За этот вечер должно быть сварено 3 соляриса из 2. Сейчас на гимнастику для лица. А вот это асфальтик для гантельки. Так, все, ГСК, ну-ка сварку включили быстро, чтобы у нас свет мерцал. Антох, может, начнем? Да. Каждый из нас когда-то совершал глупости. И я думаю, это хорошо, потому что как минимум первые 40 лет в жизни мальчика обычно самые интересные. И если предоставляется возможность совершить что-нибудь эдакое, отказываться никак нельзя. Сегодня речь пойдет не просто о путешествии. Если бы я знал, с чем я столкнусь, я бы назвал это полным безумием. Но когда я узнал, что на самом деле меня ждет, включать заднюю было уже совсем поздно. Все началось в 2019 году. На тот момент я уже успел покататься 1 раз по Европе на мотоцикле, также сгонял в Брест, в Воронеж и еще много куда по мелочи. Тут вдруг внезапно в августе мне предлагают в сентябре поехать с ребятами в Абхазию. Это мои хорошие знакомые из BMW клуба. И я такой думаю, а почему бы и нет? На тот момент я жил по принципу «всегда говори да». Я связался с организатором, и он мне где-то между делом сказал, что, может быть, на гантеле там будет не очень, но я как-то тогда не придал этому значения, а он, в принципе, сказал, что да, фигня, проедешь. Так я согласился и поехал в эндуро-тур по Кадорскому ущелью на BMW K1600 GTL. Путь совсем не был похож на мотопутешествие в привычном понимании. Обычно же как? Садишься на мотоцикл и поехал. Но у меня все было совсем по-другому. Я закинул свой мотоцикл к себе в фургон. Казалось бы, как мотопутешествие может начинаться у гантелевода, да? Более того, помимо мотоцикла, я закинул еще к нему 1,5 двигателя в этот же фургон. И поехал на этом фургоне к своему другу Михаилу в Краснодар. Возможно, вы слышали о нем в видео Жени Матвеева, и Женя там, собственно, тоже присутствовал. Я приехал в Краснодар. Там мы отсняли видео по разборке гантелевского мотора с Женей. Далее я в 4 часа дня сел на мотик, бросил машину у Миши и погнал в сторону Абхазии. Думаю, многие помнят, что произошло в 2019 году незадолго до этой поездки. Погиб Артем Болдырев, он же Болт. Женя Матвеев был очень расстроен этим фактом, все были расстроены. И когда я уезжал, а по стечению обстоятельств получилось так, что мотоцикл у меня был точно такой же, как тот, на котором разбился Артем, Женя спросил меня: «Надеюсь, ты не как Болт ездишь?» На что я ответил: «Да нет, я одной ногой рулю». На этом и расстались. К серпантину Джубга-Сочи я подъехал уже к вечеру, как раз начинало темнеть. Казалось бы, надо вставать на ночлег. Но моей целью было все-таки заночевать в Сочи. Мне очень хотелось попытаться доехать, но в конце концов устану, пойму, что ехать некомфортно. Всегда могу найти отель где-нибудь по пути. На этом серпантине я был первый раз. Однако, только въехав на этот серпантин, я внезапно понял, что спать мне совсем не хочется. Очень удачно играла музыка из колонок, очень удачная была погода, температура просто идеальная, не холодно и не жарко. Очень мало машин на дороге, серпантин абсолютно свободный, и с идеальным гантелевским светом можно было ехать достаточно шустро. Первый раз в жизни на серпантине я впал в самый настоящий транс. Я был готов просто ехать и ехать, и мне не хотелось когда-нибудь вообще останавливаться. Мои друзья очень были обеспокоены тем, что я собрался по темноте проехать весь этот серпантин до Сочи. Очень многие, кто там ездил, наверняка считают его очень опасным. Но мне тогда так совершенно не казалось. И где-то на очередной заправке в районе Лазаревского я написал друзьям, что да, нормально, я, скорее всего, доеду до Сочи. Они обеспокоенно писали мне, что, может, не надо, остановись, там потом спокойно доедешь. Но нет, я абсолютно прекрасно доехал.
получил просто непередаваемое удовольствие. Нашел свою новую любовь, можно сказать, в мотопутешествиях. Это серпантины, по которым я еще потом много-много покатаюсь. И в Сочи я приехал ровно в 11 часов вечера. К 11 часам вечера я успел заселиться в отель и поесть вкусного шашлыка. А следующим утром уже двинулся в Абхазию. Утро было жаркое. Я довольно бодро прошил Адлерскую пробку, быстро пересек границу и без происшествий добрался до Нового Афона. Однако пара удивлений все же было. Первое было довольно стрёмным, потому что, как выяснилось, в Абхазии коровы любят отдыхать прямо на дороге, если где-нибудь есть тень. Первый раз я ехал довольно быстро и чуть было в них не влетел, потому что просто посреди дороги рядом растет какой-то кустарник, и прямо вот в моей полосе лежит коров штук 5. Ну нахер. Отец. И они просто чилят. Это было несколько удивительно, потом я стал медленнее, аккуратнее и внимательнее. И второе удивление было то, что около Новоафонских пещер, это очень знаменитое место, там горы и очень сильные уклоны. Для меня это было сильно непривычно. Но к этому я быстро привык. Около получаса у меня ушло на поиск связи и моих друзей, после чего мы вместе поели и отправились на экскурсию в Новоафонские пещеры, откуда дальше уже поехали в арендованный дом ночевать. На следующий день с местным проводником мы поехали искупаться в термальных источниках, а еще через день мы рванули в сторону Кадорского ущелья. Первые 30 километров были до организованного лагеря, это были уже дикие места, но дорога уже начинала резко портиться. Чем ближе к лагерю, а это было примерно 30 километров от ближайшей цивилизации нормального асфальта, тем хуже становилась дорога. Когда-то она была асфальтированной, но асфальта там оставалось все меньше, меньше, меньше. И уже на подъезде к лагерю одна прекрасная девушка, глядя на клочок асфальта метр на метр, а во всех остальных местах на дороге асфальта обнаружено не было, произнесла очень интересную фразу, которую я цитирую до сих пор. А вот это асфальтик для гантельки. GTL очень хорош своей устойчивостью на около нулевых скоростях, прекрасной развесовкой и низким центром тяжести. Только благодаря этим опциям я вообще смог выжить в той жести, которая ожидала меня впереди. Вечер перед главным выездом был очень душевным, у костра, со вкусным ужином. Но мои друзья-гусеводы как-то косо на меня поглядывали. Видимо, они на тот момент уже удивлялись, почему я еще не передумал ехать дальше. Но, честно говоря, я на тот момент еще совершенно не представлял, что такое ждет меня в этом самом дальше. Об этом я узнаю только на следующий день. Дорога через само ущелье была для меня очень сложной. А так как у меня было много кофров, в один из них мне еще и нагрузили продуктов. Как выяснилось, гантеля – это не только отличный спорт-турист, который еще и на бездорожье что-то может. Это еще и офигенная соковыжималка. Вот это поворот! А томатный сок потом отмывался позже, в водопаде. Особенно надо отметить живучесть мотоцикла. Около 140 километров по бездорожью было пройдено только в этот день. А суммарно с начала пути, когда я съехал с асфальта, их было уже почти 200. И большая часть этого пробега была проехана на первой передаче. Пару раз я останавливался, потому что грелся мотор, я его остужал. И тут внезапно я подумал, а что будет, если мотоцикл сломается здесь? Это заповедная приграничная зона. Для посещения ее нужно заранее делать пропуска. На КПП, на въезде туда, считают, сколько людей уехало, учитывают каждого, а потом считают, сколько вернулось. То есть, по факту, если там реально мотоцикл сломается, то есть все шансы его там навсегда оставить. А если ждать помощи долго, то могут и медведи прийти. Немного подумав, я решил, в конце концов, развалится выкину, потом куплю другой.
Стратегически других вариантов, как не париться и ехать, у меня просто не было. Если бы я все время думал о поломках, то я бы точно оставил мотоцикл там. Поломка, кстати, случилась, но уже на обратном пути. Как ты съездил, как А что гантеля. рассказывать? Гантели лучше гуся на бездорожье. Все гусеводы падали, Вородера падала все время. А я, только один раз вот под конец чуть-чуть завалился, аккуратно положил. Все. Профессионально. Вот. Ну, Вот. Жень, Ярёчек, а ты куда ушел? Ты Я пить пошел. куда я тоже пить? сейчас пойду пить. Ощущение, что заново родился. Ну, давай свои ощущения. Да полная жопа огурцов. Варя не способна на те вещи, которые делает гусенок. Даже гантели и то. Вородера, я говорю, Ты высокий решил центр все-таки тяжести. гуся взять теперь, да? Я буду думать. Есть о чем подумать. Но не годится. Тяжелая развесовка, блин, хер поймешь какая. Я не знаю. Гуси все хорошо шли. Гантеля тоже. Вот, один я в жопе был, блин. Доехать удалось почти до самого конца ущелья. Где-то там уже совсем недалеко должна была быть граница с Грузией. Но, к сожалению, до конца доехать не удалось, причем не удалось не потому, что у меня гантеля, не удалось никому, потому что дорога была завалена камнями. Что-то там в горах произошло. Я думаю, что наши проводники об этом знали, но не сказали, хотя утверждали, что не знали. Но это было абсолютно неважно. Мы уже наслаждались божественными видами. В самом конце пути нас ждал обед и тот самый томатный сок. И в общем и целом мы были уже очень уставшие, но очень счастливые. Женя, твои комментарии по трассе? А я понял, что у нас клуб BMW. Если один отстал, надо побыстрее вперед уехать, что вдруг ему надо будет помогать, это же надо будет напрягаться, что-то делать, да? Не будем говорить, кто это, но пара человек передо мной, не буду называть их имена, так это уехали, даже не обернулись. А так все в целом. На обратном пути я стал подозревать, что у меня немного спускает переднее колесо. Ну, тут, конечно, большое спасибо BMW за RDC, систему контроля давления в шинах. Мотоцикл на приборке показывает давление с точностью до 10 доли бара. Конечно же, датчики, особенно при том, что мотоцикл был 2012 года, показывают с определенной погрешностью. Но уж как-то было маловато. Должно быть давление 2,9, а я уже на приборке вижу 2,5. Спустя километров, наверное, 10 я уже вижу 2,4, потом 2,3. И начинаю понимать, что реально, похоже, есть какая-то проблема. Я решил ехать, пока не увижу 1,5. Если будет 1,5, значит это уже критично, надо останавливаться и искать причину. До этого момента я прям максимально ехал, чтобы быть как можно ближе к цивилизации в случае чего. Примерно так выглядит гантеля. На данный момент 200 километров пройдено в полном отсутствии дорог по горам. Да, колесо скотчем заклеено. Вот. Ну, по мелочи эмблему я ветками оторвал. В очередной раз навернулся немножко на левую сторону. Но это, собственно, мелочи все. Главное, что мы живы и доехали. Когда колесо спустило достаточно, я остановился и быстро нашел дырку. Похоже, что виноваты были острые камни, а Мицеллер Z8 был явно не рассчитан на такие приключения при таком большом весе. Конечно же, был быстро установлен жгут, естественно, ремкомплект у меня был с собой, это не вызвало никаких проблем. Колесо было быстро подкачано, и я проехал еще около 5 километров. После чего бедный измученный баллон выплюнул этот жгут и сказал, что дальше ехать не хочет. Признаться честно, задача была нетривиальная. Вдали от цивилизации резину взять было негде, не говоря уже о шиномонтаже. Что ж, в расширившуюся дырку было запихнуто сразу 2 жгута. И сразу же выплюнуто. Резина отказалась их держать. Судя по всему, сильно пострадал корд и начал просто рваться. После чего
мы запихнули в отверстие сразу 3 жгута, нашли армированный скотч и перемотали колесо скотчем. И на вот такой вот вундервафле я проехал еще 50 километров до Сухума, до цивилизации. То есть 20 километров до базы по совсем плохой дороге и 30 километров по дороге чуть-чуть получше. Каждые 10 километров я останавливался, подматывал свеженького скотча, который выполнял функцию держания жгутов, чтобы их не выплевывало. Такая вот история. После этого этот баллон в Сухуме мне заклеили одной такой здоровенной латкой, после чего оно, правда, все равно по чуть-чуть спускало. Дальше я залил в него колесного герметика из баллончика. И в таком состоянии умудрился доехать на этом баллоне аж до Краснодара. Кстати, мотобратство и там пришло на помощь. В Гагарском районе есть такой городок Пицунда. Я не помню, честно, как звали человека, но до сих пор ему благодарен за то, что он пожертвовал мне свой старый передний баллон. Он подходил мне по размеру. Я его забрал на всякий случай, но он мне так и не пригодился. Я доехал до Краснодара, потом на машине доехал до Москвы и уже в Москве задарил этот баллон следующему путешественнику. Такое вот увлекательное путешествие было у меня в сентябре 2019 года. Оно оставило массу эмоций, в основном положительных, несмотря на все риски, сомнения, сложности, которые были в процессе. Это путешествие было очень-очень крутым. Я желаю всем никогда не отказываться от чего-нибудь подобного, потому что вы обязательно будете помнить это очень-очень долго. С вами сегодня был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Да, лайки, колокольчики, комментарии, вы все сами знаете, сами разберетесь. За любую активность буду вам благодарен. Всем пока!